Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Молодец». Я ваш ведущий Андрей, и со мной, как всегда, моя соведущая Катя. Hi everyone, Katie here. Подкаст «Молодец» — это увлекательная программа учения английского языка и одновременно дает шанс узнать больше об американской культуре. That's right, every week we will talk about a new subject. We will be speaking both in Russian and in English, and we'll be exploring many topics, big and small, about American culture. Привет, Катя! Как у тебя сегодня дела? I'm great, thanks for asking. I'm excited to start the podcast today. Ну ладно, приступим. What are we talking about today? На этой неделе мы говорим о женском движении за права голосования в США. Oh yes, this is a great topic in American history. The suffragette movement was a significant social and political campaign fighting for the women's right to vote. It grew in the late 19th and early 20th centuries. Да, движение было основано на убеждении, что женщины, как равные члены общества, должны иметь те же политические права и обязанности, как и мужчины. Ну, конечно, это правильно. Неспособность женщин участвовать в демократическом процессе рассматривалась как форма неравенства и несправедливости. Движение за избирательное право включало в себя широкий спектр стратегий и тактик, включая лоббирование законодателей, организацию протестов и маршей, публикацию брошюр и газет, а также участие в гражданском неповиновании и протестах. И это длилось довольно долго и кульминировалось в том, что поменяли законы и даже ввели 19-ю поправку в Конституцию Соединенных Штатов в 1920 году, дающая право женщин голосовать. Yeah, it's hard to believe that women have only been allowed to vote in the US for a little over 100 years. One of the early groups in the suffragette movement was known as the Silent Sentinels, a group of women activists who protested outside the White House during President Woodrow Wilson's administration. Led by Alice Paul and the National Women's Party, the Silent Sentinels began their vigil in January 1917, holding banners and signs demanding the right to vote for women. Despite facing harassment, arrests, and even violent attacks, the women remained in their protest. Да, я, к сожалению, знаю эту историю, очень жалкая. Один особенно примечательный инцидент произошел в ноябре 1917 года, когда безмолвные стражи подверглись нападению толпы во время пикета возле Белого дома. В ходе этого события женщин избивали, арестовывали и подвергали жестокому обращению в тюрьме. Какой ужас! Однако вместо того, чтобы сдержать активистов, насилие лишь усилило общественную поддержку избирательного движения. Another captivating story from the U.S. suffrage movement is that of Susan B. Anthony, a key figure in the fight for women's rights. In 1872, Anthony was arrested and put on trial for illegally voting in the presidential election in New York. Despite being denied the right to speak during her trial, Anthony used the courtroom as a platform to advocate for women's suffrage, declaring, "I shall never pay $1 for your unjust penalty." The judge ultimately directed the jury to find Anthony guilty, but she never paid the fine. Да, я слышал о Сьюзен Би Энтони и о том, как она знаменито боролась за право женщин голосовать, но я не знал, что ее арестовали. Итак, значит, что в 1872 году, давно Энтони она была арестована и отдана под суд в незаконное голосование на президентских выборах в Рочестере в Нью-Йорке. Несмотря на то, что ей было отказано в праве
выступать во время суда, она все равно использовала этот суд как платформу для защиты избирательного прав женщин и заявила, что она не будет платить ни одной копейки штрафа. В конце концов, судья и жюри решило, что она была виновна, по их мнению, но она никогда не заплатила этого штрафа. Right, but of course, after the success of the suffrage movement and after women gained the right to vote, the feminist cause did not end. Next, we had what we call second wave feminism in the 1960s through the 1980s. This period saw a resurgence of feminist activism focused on issues like reproductive rights, workplace equality, and gender roles. This time saw the founding of organizations like the National Organization for Women, also known as NOW. Ага, значит, конечно, история для борьбы за права продолжается. Следующей была вот так называемая вторая волна феминизма, и это было в 1960-х до 80-х годов. И это было, по-большому сосредоточено на нескольких темах: репродуктивных правах, равенство на рабочем месте. И, поскольку женщины более начали ходить в офис, и женщины в США стали сжигать свои бюстгальтеры, что произошло? The idea of women burning bras is often also associated with the feminist movement of the 1960s and 1970s. However, the actual occurrence of women burning bras as a form of protest is largely a myth and has been exaggerated over time. Понятно. То есть никто ничего не сжигал, это более как миф и преувеличение, ассоциировано с вот этой второй волной феминизма. Понятно? One of the earliest instances of bra burning symbolism occurred during the 1968 Miss America protest, organized by the New York Radical Women. Although no bras were actually burned during the protest, feminists did throw various items associated with women's oppression, including bras, girdles, high heels, and cosmetics, into a freedom trash can. Ага, freedom trash can, то есть мусорный бак свободы. То есть они бросали бюстгальтеры, пояса, туфли и косметику. То есть все как бы символы, некоторые, которые говорят, что подавляют феминизм, и они это все бросали во время конкурса «Мисс Америка». Вот это очень интересно, конечно. Right, and the image of women burning bras became ingrained in popular culture as a symbol of feminist resistance, even though it was not a widespread practice. Nonetheless, it remains a potent symbol of the women's struggle for equality and autonomy, reflecting the broader goals of the feminist movement during that time. Понятно. И это вот тогда Глория Стайнем начала становиться известной в США? Yeah, Gloria Steinem is a prominent American feminist, journalist, and social political activist. As a co-founder of Miss Magazine in 1971, Gloria Steinem played a pivotal role in advancing feminist ideas and giving voice to women's issues. Да, она была неутомимым, сторонником, конечно, равенства, репродуктивных прав, социальной справедливости на протяжении всей своей карьеры и использовала свою платформу для борьбы с системными неравенствами и содействия освобождению женщин во всем мире. Yeah, I love her. There was another famous event in women's history that happened in 2017. Do you know what it was? Может, был это женский марш? Yes. The Women's March in January 2017. Millions of people participated in women's marches across the United States and around the world to advocate for women's rights, racial equality, and other social justice issues. Да, это, конечно, очень здорово. И поскольку мы говорим, как всегда, я хочу тоже спросить, конечно, про еду. Скажи, пожалуйста, вот где Сьюзен Би Энтони родилась, есть оттуда какие-нибудь региональные блюда культурные, которые мне стоит попробовать? She was born in Massachusetts,
In this region, there are many popular dishes. There's New England clam chowder, which is a creamy soup made with clams, potatoes, onions, and served in a bread bowl. Another example is the lobster roll, a sandwich filled with fresh lobster meat, typically dressed with mayonnaise or butter, and served on a grilled hot dog bun. Звучит восхитительно. Суп из моллюсков, рулеты с лобстерами и бостонский кремовый пирог. О, это, конечно, очень вкусно. Идеальная еда. Ну, может, мы это приготовим, как ты думаешь? I am not cooking all of that, but we can order delivery. О, deal, давай. We're off to eat. Great job today, listeners. Keep an eye out for our videos, and we will be back next week. Если вы хотите прочитать остальную часть истории, как всегда, зайдите на сайт www.molodets.com. Там вы найдете полную историю и практические упражнения, а также дополнительную грамматику, словарный запас и видео. Now do it. Если вы хотите прочитать остальную часть истории, как всегда, зайдите на сайт www.molodets.com. Там вы найдете полную историю и практические упражнения, а также дополнительную грамматику, словарный запас и видео.